приехали в Бильбао. Второй день, только достали камеру. Сейчас будем фоткать и снимать чуть-чуть. Страна басков– это крупное и экономически развитое автономное сообщество на севере Испании и, пожалуй, наиболее загадочное из всех испанских земель. Ландшафт, климат, характер, язык и менталитет басконцев не очень похожи на типично испанские. Здесь очень много зелени, часто идут дожди, жары практически не бывает. Сами баски очень трудолюбивые и энергичные, а их язык эускера абсолютно автономен и не похож ни на один язык мира. К слову сказать, есть еще и французская страна басков, и именно к ней относится провинция Гасконь, откуда был родом знаменитый персонаж Дюма Д'Артаньян. Столица страны басков – это город Витория-Гастейс, а самый большой баскийский город – Бильбао, а также он является 10-м по величине городом в Испании, куда мы и поехали в этот раз. Бильбао расположен в устье реки Нервион, которая впадает в Баскийский залив, являющийся частью Атлантического океана. Город находится в уютной долине на стыке Пиренеев и Кантабрийских гор и окружен плодородным ландшафтом с лесами, горами и пляжами. Бильбао – это пульсирующее сердце севера Испании, крупный индустриальный центр и промышленный порт. По состоянию на 2017 год население Бильбао составило 342 397 человек. Вместе с 35 муниципалитетами в комарке Гран-Бильбао проживает более 1 миллиона жителей, что делает ее одним из самых густонаселенных агломераций на севере Испании. Близость Атлантического океана способствует мягкости климата. Летом средняя температура составляет 25-26 градусов. Жара выше плюс 35 наблюдается достаточно редко. Зимой средняя температура колеблется от 5 до 7 градусов. Осадки распределены в течение года достаточно равномерно. А сейчас мы вам дадим первую рекомендацию для посещения Бильбао. Первая рекомендация, чтобы посетить Бильбао, надо выбрать хорошее время года. Хорошее время года – это не конец сентября, поверьте. Лучше выбрать начало сентября или, я думаю, что июль тоже нормально будет. Как вы считаете, эксперт по путешествиям? Конец сентября точно не вариантик. Да. Проверено на себе. Да, начало сентября – это, наверное, идеальное время. Там и не жарко, и не холодно, и нет дождей. Самое плохое, что каждые 15 минут там дождь идет, а потом заканчивается, а потом идет изморозь. Изморозь тоже идет. Изморозь тоже идет. Но город прекрасный, дома разноцветные, дают такой колорит городу и не очень грустно все кажется. Бильбао был основан в 1300 году правителем Биская. А в древности на месте современного города располагалась рыбацкая деревушка. Новый город получил широкие привилегии и быстро превратился в один из важнейших торговых центров северной части Пиренейского полуострова. Самые тесные торговые связи были с портами Фландрии и Великобритании. Вот прекрасное место. Вторая рекомендация, что если будете брать отель, то рекомендую брать у реки. У реки прикольно получается. Спускаешься чуть-чуть вниз, это старый город. Там есть и рынок, там где можно кушать вкусные пинчос. Пинчос это тапасы местные. Вот смотрите тут. Вот после этого здания, после фокус. Вот тут где-то есть отель. Лучше там останавливаться. Мой второй рекомендацион, так сказать. Вот там находится старый город, а там по этому набережному. В общем, вот тут можно походить прямо, и там доходишь до музея Гугенхейма, и там красивые места. И можно и рестораны там тоже есть, и все красиво. И плюс город ощущается очень безопасным, если сравниваешь с Барселоной, конечно. В Барселоне в каждом шагу что-то не очень приятное видишь, а тут вроде все иначе.
В 1602 году Билбао стал столицей Бискайи. На протяжении своей истории его почти не затрагивали внутрииспанские конфликты. Билбао намного больше страдал от войн с Францией. В 1835 году город был осажден карлистами, но дал им отпор. Еще одна вещь. После 10 вечера тут улицы такие пустые, что кажется, что тут люди после 9:30 все закрываются в своих домах и все, ничего. Никто больше не выходит. Вот странно это для меня. Потому что, если вы знаете, мы живем в Барселоне, и там вообще жизнь не останавливается ни одну секунду. Может, в 4:30 утра до 6 утра там это чуть-чуть поспокойнее становится, а так тут, тут очень спокойно. Работает? Работает. Да. Фуникулер работает. Фуникулер. А там, если подняться на этом фуникулере, наверху, если не ошибаюсь, есть надпись, это надпись I love Bilbao, в общем. И вид на город. Может, сейчас попробуем подняться наверх и снимем красивые пейзажи и сфоткаем что-то. Если вы планируете использовать городской транспорт, тогда рекомендую. Вот купить вот такую карту. В этой карте вы можете заполнять и использовать всех этих транспортах. Очень... Бильбо карта, Барик называется. Да, Бильбо буса. Это Бильбо бус. И можно, если не ошибаюсь, подешевле получается поездки с этой карточкой. Это продают в метро, там есть автоматы, можно все вот это приобрести. Из достопримечательностей рекомендую вам посетить Каско-Вьехо, старый квартал, один из самых атмосферных районов города. Расположен на правом берегу реки Нервьон. Сердце старого квартала раньше было окружено стенами и состояло из 3 параллельных улиц. Позже стены были снесены и построены 4 улицы, перпендикулярные реке, которые вместе с первыми 3 составляют старейшую часть города. В северной части исторического центра находится улица Ареналь, которая является главной магистралью. На площади де Ариага расположен элегантный необарочный театр конца XIX века. Самым популярным туристическим объектом в Билбао является Музей современного искусства, Музей Гугенхейма, расположен в здании, которое считается новаторским примером архитектуры XX века. Здание было спроектировано архитектором Фрэнком Герри и построено в 1997 году. 24 тысячи квадратных метров выставочных площадей включают коллекции современного искусства мирового класса. Давай, помаленько, немноженько помаленько. Будешь? Музыкальная пауза. Помаленько, немножечко помаленько. А ты знаешь, что ты будешь на Ютубе? Ты будешь знаменита. Все, как всегда, мы идем через какие-то кусты, чтобы найти фуникулер. Благодаря нашему спонсору этого показа. Здравствуйте. А сейчас рекламная пауза. Предлагаем вашему вниманию нашу арт-студию, где вы можете найти авторские картины от художницы Екатерины Володиной. Если даже не нашли то, что вам понравилось, не огорчайтесь. По ссылке в описании вы найдете инстаграм художницы, где вы сможете заказать ту картину, которая лучше подойдет вам. В данный момент доставка доступна только по Европе. Вот и нашли фуникуляр. Сейчас надо пойти посмотреть, какие... вот наша карта тут работает. Можно сейчас это заполнить чуть-чуть и пойти.
У нас, конечно же, есть карта Барик. Смотри, наша карта Барик. Вот, Барик. Она на все, на мультиперсон Да, данная? да. А как ее пополнить? Но надо вот через этот аппарат посмотреть. Давай, посмотрим. Español. Ида и Вольта. А, нет, Барик надо. Вот. Соло, тархета, картон. Сейчас посмотрим. Карточка Барик работает. Вот. Сейчас будем подниматься наверх. Вот мы поднялись наверх к Мирадору, смотровой площадке, там где я говорил. И сейчас будем смотреть на город сверху. Как я уже говорил, можно купить эту карточку Барик и заполнить 5 евро, и четвером можно подняться и спуститься, и там еще что-то останется в карточке, чтобы использовать в других транспортах. Вступление Испании в Евросоюз в 1984 году повлекло реконструкцию почти всех производственных секторов. С 1989 по 1992 год правительством была разработана программа реконструкции Билбао и окрестностей. Она следовала идее превратить Билбао в комфортный и чистый город. Большое влияние на развитие города оказало строительство Музея современного искусства Гугенхейм. В сегодняшний облик Билбао большой вклад внесли современные архитекторы с мировым именем: Фрэнк Герри, Норман Фостер, Сантьяго Калатрава, Арата Исодзаки, Заха Хадид. Билбао растет и развивается. Разработано много современных проектов, среди которых новая программа реабилитации и урбанизации Зорроцаури, разработанная Захой Хадид. Билбао открыт для гостей. Ему есть что показать и чем восхитить. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. Спасибо, что посмотрели до конца. Не забудьте подписаться, ставить лайк и делиться с друзьями. Текст читал Роберт Арутюнян. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back.